Небольшой частный дом на острове Кадьяк, Аляска. Над входом звездно-полосатый, внутри нет-нет, да и зазвучит русская речь. Где мой пароход? Пароход? Yeah, one's above the... Глава семейства всего пару дней как из больницы, до сих пор на кислородном баллоне. У старика в ID, по-нашему в паспорте, написано «Алексей Чиченов». Это мой driver's license для американский. Имя Алексей Чиченов. И вроде бы ничего уникального, подумаешь, русская фамилия в стране иммигрантов. Но Алексей Алексеевич настаивает, что на Аляске он коренной житель. That's all my dad spoke at home was Russian. And I just picked it up there. My dad was also a reader in the Russian church. As a child, I had to go to church all the time. Его далекий предок Чиченов приплыл сюда в конце 18 века, задолго до того, как Русскую Америку продали американцам. Поэтому для Алексея Алексеевича это Соединенные Штаты понаехали, а он здесь местный. Ты скоро меня позабудем. I don't know anymore. Now, if we had a glass of vodka, I'd probably sing two of them. В этом остроугольном корпусе главного штаба в 19 веке находилось Министерство иностранных дел. Именно сюда в 1857 году приходит письмо из Ниццы от великого князя Константина, брата Александра II. Письмо было адресовано министру Горчакову. Отдыхая на Лазурном побережье, Константин пишет: «Мне пришла мысль, что нам следовало бы воспользоваться избытком в настоящее время денег в казне североамериканских Соединенных Штатов и продать им наши североамериканские колонии». Это первое зафиксированное на бумаге предложение продать Аляску. Письмо Константина до сих пор хранится в архиве внешней политики Российской империи. Тонкое, как папиросная бумага. В последних строках великий князь просит министра Горчакова показать это письмо императору. Александр II после прочтения собственной рукой ставит резолюцию. Эту мысль стоит сообразить. Соображали 10 лет, но именно в тот момент на другом конце земного шара была предрешена судьба самой восточной окраины Российской империи, где ни члены царского правительства, ни великий князь Константин, ни уж тем более Александр II ни разу даже не были. Можно сказать, не глядя продали 10% империи. Это как 6 Великобритании или 3 Испании. Аляска – самый большой американский штат. И даже спустя 150 лет после ее продажи эта страница истории окутана мифами и тайнами. Почему переговоры о продаже велись в секрете, где заплаченные американцами деньги и, наконец, зачем продали Русскую Америку и распрощались с континентом. Господин командор, течением с востока принесло к нашему борту вестников с американского континента. Осень настанет скорее, чем мы достигнем Америки. Окно в Америку прорубили первопроходцы Витус Беринг и Алексей Чириков. Вот итоговая карта второй Камчатской экспедиции под руководством Беринга. Она достаточно условная, схематическая очень. Потому что вот Алеутские острова, Да, здесь да, у нас появляется уже американский берег, хотя его тут нету. Аляска от индейского слова «алашхак» – «большая земля». В конце 18 века русские стали называть так всю северо-западную оконечность Америки. «Российская Америка», пишут на картах того времени. Плодами открытий мореплавателей поспешили воспользоваться сибирские и дальневосточные купцы. Одна за другой с Камчатки по цепочке Алеутских островов на восток отправляются десятки промысловых экспедиций. Следуя за уходящим от истребления морским зверем, они все дальше продвигаются вдоль американского побережья.
first was the sea otter. Sell a sea otter fur for practically the amount of money that an ordinary working man would make in an entire year. So that was very worthwhile to come and try to procure. Зверь, морской зверь! Русских купцов охватила настоящая пушная лихорадка. Дело было опасное. Корабли нередко не возвращались из походов. Но если кому-то удавалось продержаться в этом деле несколько лет, он становился очень влиятельным и обеспеченным человеком. Сибирские купцы, когда приезжали в Петербург продавать американскую пушнину, останавливались вот здесь, на Миллионной улице. В 2 шагах от Зимнего вокруг живет только высший свет, аристократы, приезжие иностранцы восхищаются. Это одна из лучших улиц в городе. Так вот, купцы Шелихов, Мыльниковы, Лебедев, Ласточкин могли себе позволить не просто жить здесь, но даже арендовать дома на Миллионной целиком. В развернувшейся борьбе за американское мягкое золото победили те, кому первым в голову пришла идея не просто ходить в экспедиции через океан, а основать на берегах и островах американских селения и крепости. Самыми прозорливыми бизнесменами оказались купцы Иван и Михаил Голиковы и Григорий Шелихов. Их торгово-промысловая компания в итоге вытеснит с рынка остальных конкурентов. Идея Голикова и Шелихова, она элементарна, она гениальна, она проста. На землях Америки образуются постоянные поселения, и, в общем, все. А суть заключается в том, что промышленники после завершения сбора этих шкурок, они продолжают их промышлять, как тогда говорили, и остаются на этих местах, а потом судно через несколько лет их забирает. Это уменьшает расходы, уменьшает логистику. И поэтому, конечно, это в первую очередь гораздо более выгодно. Парадный портрет Григория Шелихова. Камзол, парик. Скорее аристократ, нежели купец из Иркутска. Первую свою экспедицию в Америку он снаряжал лично и сам в ней участвовал. Вместе с женой Натальей и 2 сыновьями. 2 дочерей оставили дома. Golikov, I understand, befriended a Ural Mountain steel merchant, and he owned factories, and borrowed money from him and got other people to invest, and was able to build 3 ships. Это карта плавания Григория Ивановича Шелихова. Карта очень хорошая и очень подробная. Шелихов на всех, так сказать, тех островах и тех территориях, которые он был, закапывал медные доски, на которых было написано, что земля российского владения. Он взял на себя эту смелость таким образом увеличить владение Российской империи. Подтвердить их, да. Шелихов умер сказочно богатым человеком. И серебряная шпага на поясе – подарок Екатерины II. Величайшая честь для купца. Ведь до него столь высокими знаками внимания отмечали только дворян. Даже в эпоху трансатлантических перелетов до Аляски добраться непросто. А 200 лет назад купеческие экспедиции могли длиться 6, 8, 10 лет. Сперва обозами по Сибири, потом кораблями по морю с промежуточными зимовками. Наконец, добыча пушнины и заготовка продовольствия в обратный путь, опять же с зимовками. Уйти тогда в поход в Америку – это как сегодня, нет, даже не на Луну, на Марс полететь. И поэтому Григорий Шелихов, заложивший здесь первые русские поселения, это наш Илон Маск 18 века.
Первое русское поселение на матерой земле, то есть непосредственно на материке, находилось рядом с этим туманным устьем реки. Поселение, конечно, не сохранилось, здесь сейчас исторический заповедник. This is Stargavin, or Stargavin, an estuary in which they used to grow hay for their cattle. They used to have very small numbers of cattle that they kept for the privileged few, the ill, and some of the children, and perhaps when they used for trade. The Russian people were very adaptable at this time to live in this very strange environment to them because it rains a lot here, it doesn't get very cold, but at the same time, with that cold weather, you had to be able to adapt. One of the things they did was they employed a lot of Finnish carpenters to come in later on and build log cabins for them. То немногое, что сохранилось от первых русских поселений, сейчас можно увидеть в музее в Анкоридже. В лаборатории есть специальная секция, где изучают находки, сделанные археологами. This type of trade bead, this was actually made in China. And there were Chinese glass factories that the Russian-American company went to get their beads. This large kind that's made by winding glass around a wire. Beads, as you can imagine, were very inexpensive, easy to transport. Then some other interesting things. The Russians brought their own blacksmith. And so they brought just big pieces of iron, and then they would make whatever they needed at the settlement. And so these are some iron nails or spikes. And then this is a knife, the blade of a knife, and of course it would have had a wooden handle. It's interesting that, you know, the iron tools were forbidden to the native people, anything that could be used as a weapon, because the Russians were afraid of insurrection, of rebellion. И эти страхи не были беспочвены. В отличие от алеутов на островах, индейцы-тлинкиты появление русских на континенте встретили в штыки и во всеоружие. Вот такие доспехи, их даже в то время не пробивали пули, не говоря уже о копьях и каких-то металлических кинжалах. Конечно, я понимаю ваше удивление, двигаться во всем этом довольно сложно. А я себе представляю удивление вот этих русских мужиков, например, на которых шли вот отряды вот этих вот индейцев. Но тем не менее они в них стреляли из ружей и продолжали идти дальше. Нападения туземцев на колонистов случались на протяжении всей истории Русской Америки. Пакости против русских, как писали в отчетах в Петербург, иногда носили абсолютно корыстный характер. Индейцы грабили амбары, чтобы похищенные меха, рыбу или дрова потом опять продать колонистам. Tlinkits are a coastal people. We had first contact. People who were already on the land and wishing to maintain it as they knew it. So again, that is a reason for conflict. И только после продажи Аляски и начала американской колонизации тлинкиты зарыли топор войны и забыли прошлые обиды на русских. Даже самые непримиримые предпочли креститься в православие, чтобы получить хоть какую-то защиту от американцев у русской православной церкви. My mother was a full-blooded Tlingit lady. But she acknowledges that in her ancestry there is Russian blood. So in my blood there is Russian blood. Несмотря на трудности и опасности, подстерегавшие первых колонистов, идея Григория Шелихова закрепиться на американском континенте себя оправдала. Компания шла в гору. Колонисты обживались на новых землях. В Петербурге тем временем росло недовольство. Разрозненные пушные артели на Аляске невозможно было контролировать. Иные купцы умудрялись скрывать доходы и не платить налоги в казну.
властвуешь и не знаешь, что творится в одном краю, что в другом. Дабы навести порядок, Павел I в 1799 году подписывает указ о создании российско-американской компании по образу британской Ост-Индийской. Исключительные привилегии на Русскую Америку получила компания Шелихова. Ваше Величество, по гроб жизни, Ваше Величество! Российско-американская компания стала уникальным явлением для империи того времени. Первое в России акционерное общество под высочайшим его императорского величества покровительством. И, как сказали бы сегодня, первая естественная монополия. Фактически огромная новообретенная часть империи отдавалась в управление в частные руки. В Русской Америке даже собственные деньги печатают, колониальные марки на коже тюленя. Российско-американская компания открывала целую эпоху в российском предпринимательстве. Это был прообраз крупнейших естественных монополий, которые получат развитие уже позже, уже в 20 веке. Компания, которая сочетала в себе функцию и государственного управления, в то же время была частной компанией. Еще задолго до того, как здесь нашли нефть и золото, Аляска открылась русским, настоящим меховым клондайком. Пушнина – вот главный сырьевой ресурс российско-американской компании. Зверя бьют и на земле, и на море. Шкуры отправляют в Санкт-Петербург и на экспорт в Нью-Йорк и Шанхай, где меняют на зеленый чай. Норка, песец, соболь, волк и медведь. И самый дорогой – мех калана или морского бобра. Морской бобер – зверек на вид забавный. Умеет разбивать раковины моллюсков об булыжник на брюхе. Его мех славится уникальной плотностью и густотой – 45 тысяч волосков на квадратный сантиметр. В Петербурге цена одной шкурки доходила до 200 рублей. Для сравнения, корова стоила 10. Добычей меха занималось коренное население, в основном алеуты. Служащие российско-американской компании отвечали за менеджмент. Это покупка шкур у туземцев по установленным расценкам, хранение и транспортировка товара в метрополию или на экспорт. The Russian fur traders did force people, forced the hunters to hunt sea otters. They forced the women of the communities to produce food, dried fish and other food to support the Russian colonists. So I think especially at the beginning there was native resistance, even a number of battles in the Aleutian Islands. When the fur trade became more organized and the Russian-American Company was formed in 1799, there were specific work rules that were put in place in the charters. And the men were still obligated to work for the company, and the women also. Надо помнить, что в России существовало крепостное право, и, собственно, вот эту модель, она была в какой-то мере перенесена на Алеутские острова и на Аляску. Естественно, алеуты и прочие аборигены, они не были крепостными. Никто их не лишал личной свободы. Но они были обязаны в сезон с мая, с июня там, по сентябрь, октябрь заниматься морским промыслом. И, соответственно, отдавать шкуры морских животных российско-американской компании по тем ценам, которые устанавливала российско-американская компания. И тем не менее, в отличие от американского освоения Дикого Запада, британской колонизации в Африке и Азии, Российская империя расширялась на восток без захватнических войн и истребления коренного населения. Русским колонистам была нужна не земля, а рабочие руки. Цель физического уничтожения аборигенов, она никогда не ставилась ни перед кем. Наоборот, это все запрещалось. Покорителям неосвоенных территорий в Петербурге давали наказ. Россия не столько была захватнической империей, сколько она, в общем, в значительной степени несла просветительские идеи, несмотря на жесткость имперского воздействия. Первая библиотека на Аляске была русской. На кораблях Лизянского была доставлена довольно большая библиотека. Были доставлены, так сказать, православные священники. Россия в значительной степени просвещала и облагораживала те территории,
куда она входила. В основанной Петром I Кунсткамере и сегодня можно увидеть экспонаты, привезенные из первых американских экспедиций. Диковинные маски, непромокаемые плащи из китовых кишок, деревянные головные уборы алеутов и хитроумное оружие для охоты на каланов. Вот наконечник гарпуна, который насаживался, не закреплялся к головке древка. Соответственно, от наконечника идет длинный шнур, который сделан из сухожилий. Этот шнур был обмотан вокруг древка. И после того, как гарпун попадал в тело животного, вот наконечник, у него зазубрины специальные, он застревал внутри тела под кожей, а древко оно отскакивало. Будучи в абсолютном меньшинстве, колонисты в отношениях с коренным населением старались действовать аккуратно и деликатно. Правители Русской Америки приветствовали смешанные браки между промышленниками и аборигенками. Дети в таких семьях, креолы, должны были стать связующим звеном между чужеземцами и местными. И чтобы семейные узы были по-настоящему крепкими, необходимо церковное венчание, а значит, нужны священники. Царствие, благолепие, доброту красную видите, сподобилось Иси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Процветшая добродетель. Первую православную миссию в Русскую Америку в конце XVIII века отправили именно отсюда, в Валаамский монастырь на Ладожском озере. Эти острова своими скалистыми берегами, высокими соснами и климатом даже похожи на Аляску. Вот, здесь сейчас даже мобильный интернет и GPS работает, поэтому современному человеку сложно себе представить, каким мужеством нужно было обладать в XVIII веке, чтобы отсюда, с Ладоги, отправиться на другой конец света, где все, природа, звери, люди, все другое. И самое страшное, никаких гарантий, что ты доберешься до Америки живым, и уж тем более никакой уверенности в том, что когда-нибудь вернешься домой. 8 православных миссионеров, крепкие духом и телом, с острова Валаам до острова Кадьяк добирались почти год. Инструкция Священного Синода обязывала крестить без какого-либо принуждения. За первые годы миссионеры обратили в православие несколько тысяч местных жителей. Russian clergy coming to Sitka and working to establish, a more civilized society. The manner in which that occurred was certainly more friendly to native culture, and I think that that's different with the other missionaries that came and prohibited use of language and misunderstood the totemic symbols that we use for our clan symbols as idolatry or something. Within the Eklutna Cemetery here, there are probably 30 to 40 of my extended family. Смесь православия с индейскими верованиями порой принимает на Аляске причудливые формы. Это кладбище племени Динайна. Над могилами вместо памятников стоят небольшие деревянные домики, раскрашенные в яркие цвета. У каждого клана цвета свои, особенные. Нам это кажется странным, а вот фамилии на могилах – Прокопьев, Осколков – для русского уха звучат вполне обычно. Prior to the conversion to Orthodoxy, Dena'ina people cremated, but in the Orthodox Church, you can't do that. We buried our people in the ground. However, we believed that when a person dies, that their spirit leaves their body and travels the world, sort of reliving their life. We didn't want those spirits to get confused and bother us living in our homes, so we constructed these small homes, these spirit houses for them. У индейца Аарона Легета прадед был шаманом, но при этом православным, и похоронен на этом же кладбище. Most closely related to me would be like my grandmother here and my grandfather here.
my grandmother Marie. So she passed away in 2003, spent several years constructing this Spirit House statement. So he used nothing but the best materials. There's a metal roof on here. He welded, there's a metal frame on the inside of this. I've often said that 100 years from now, I don't know if, hopefully that church will still be standing, but my grandmother's grave will still be here. Из первых 8 миссионеров, приплывших на Аляску с Валаама в конце XVIII века, дольше других здесь жил, служил и нашел упокоение на острове Еловый преподобный Герман. Он построил приют для детей-сирот, помогал алеутам во время эпидемии оспы и не чурался простой работы. Собирал грибы, ловил рыбу, заготавливал дрова. Рядом с кельей отец Герман разбил огород, где выращивал картофель, овощи и сеял ячмень. Землю удобрял морской капустой. Собирал в огромную плетеную корзину, которую одному человеку поднять было трудно, без посторонней помощи носил на грядке. Правда, сейчас, конечно, не разберешь, это правда или это алеуты приписали исполинскую силу своему покровителю. These are St. Herman's chains. They're about 30 pounds of weight, and he wore these throughout his lifetime. They were given to him by his spiritual father to wear, and he wore them under his подразник. Мощи святого Германа сейчас покоятся в этом Свято-Вознесенском храме. We serve here in this parish mostly in English with a little bit of Slavonic and native Alutiiq Aleut language as well. The parish, normally on a Sunday, we have about 70 to 100 people in Kodiak itself. They remember him very much, St. Herman, as a healer, as one who healed, who worked miracles, for example, stopping the tidal wave with the icon. He's remembered most of all for bringing Christ, for bringing Orthodox faith here. I was baptized in the Russian Orthodox Church, and my church name, my Russian name is Anastasia. I have a Tlingit name also, and that's Sindea. I remember, actually, even my grandfather had a picture of the Tsar's family. So there certainly was an attachment and affinity that related back to Russia as a homeland. And I believe you have a recording of his even. Speaks of Sitka and fur traders. So it's magical that we can hear his voice. Как на Ситке острову стояла крепость на горе, ай, люди, стояла крепость на горе. В 20 веке Герман Аляскинский был причислен к лику святых. На Кодьяке сейчас существует духовная семинария его имени, а на Валааме, на одном из маленьких островов, несколько лет назад построили деревянную церковь и монашеский скит в его честь. И вот такое совпадение. Если посмотреть на карту Валаамского архипелага, то вот этот остров Байонный, где поставили церковь в честь Германа Аляскинского, расположен по отношению к Валаамскому монастырю точно так же, как Аляска по отношению к Российской империи. Самая северо-восточная окраина. А вы знаете, какого года он? Начало 19 века. Начало 19 века. В последний раз этот раритет доставали из хранилища Эрмитажа лет 50 назад. По крайней мере, никто из современных сотрудников музея не помнит, чтобы его кому-то вот так, как нам, специально показывали. Высочайшая монаршья милость Александра I. В то время, когда весь российский торговый флот ходил под триколором, российско-американской компании был дарован собственный особый флаг
под ним ходили суда компании, его полагалось поднимать в портах Аляски, если на горизонте появлялись иностранные корабли, чтобы сразу видели, чья здесь территория. Это единственный сохранившийся флаг. Теперь экспонат Эрмитажа настолько ценный, что вот мне его даже в руки не дают. От 1,5 миллиона квадратных километров русской Америки осталось только это полотнище 98 на 160 сантиметров. Получив монопольное право на добычу пушнины на Аляске, российско-американская компания становится, как сказали бы сегодня, одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет страны. Развитию компании способствовало и первое кругосветное плавание Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. Это судовой журнал Крузенштерна. В заковыристом почерке сегодня не под силу разобраться даже дальнему родственнику мореплавателя. Надо понимать, что торгово-хозяйственных связей, быстрых и эффективных, до первой кругосветки не было. Весь товар, который добывался в Аляске, шел длительным путем через всю могучую Российскую империю. А морской путь открыл возможность возить товары очень быстро. Не за 1,5-2 года, как это происходило до того, а за 5-6 месяцев. О том, что в этом здании находился административный центр всей Русской Америки, сегодня лишь косвенно напоминает вот эта мемориальная доска декабристу Кондратию Рылееву. Вот написано, что он здесь жил, но на самом деле он здесь работал, возглавлял канцелярию компании. Сейчас здесь ресторан, интерьер за 150 лет, конечно, изменился, но общая планировка, вот эта анфилада, сохранилась. И цвет стен, слоновая кость, говорят, был такой же. После неудачного восстания на Сенатской площади Рылеев приезжает на работу в канцелярию уничтожать улики и доказательства связи нескольких сотрудников компании с бунтовщиками. В этом камине он сжигает документы и письма, в которых заговорщики обсуждают, как они будут развивать американские колонии, в том числе в Калифорнии, после свержения самодержавия. На следствии имена служащих российско-американской компании упоминались многократно. В какой-то момент Николай I не выдержал и с раздражением бросил: «То-то хороша у вас собралась там компания». Рылеев стал одним из тех 5 декабристов, кого не сослали, а повесили. Претензии декабристов с Мойки-72 к царю носили практический характер. Российская империя с ее самодержавием и крепостным правом мешала развитию и освоению Аляски. Очень сложно было набрать людей. Будь то это волокжанин или выходец с Рязанской губернии, или даже сибиряк. Он был прикреплен к этим местам. Ему выдавался паспорт срока на определенное количество лет. 3, 5, самое больше 7. После этого обязан вернуться обратно. А потом еще и российско-американской компании поставили в упрек, когда Аляску продадут, недостаточно, мол, населения русского там. А как же недостаточно, если не разрешали этого сделать? Будучи русской Америкой на картах, именно что русскими, эти земли за более чем 100 лет с момента открытия так и не стали. Даже если листать географические атласы того времени, без преувеличения огромные заокеанские владения всегда где-то на последних страницах с краткой аннотацией: климат холодный, почва каменистая, главный промысел – звероловство. У империи не было ни ресурсов, ни желания где-то за бескрайней Сибирью благоустраивать еще и заморские владения. Не в последнюю очередь, именно эта колониальная тактика определила русский быт на Аляске. Работным людям обустраиваться здесь смысла не было, все равно через несколько лет возвращаться. И поэтому вот такими комфортными условиями, с привезенной деревянной мебелью, фарфоровой посудой, книгами, такими условиями могли похвастаться только конторские служащие компании и морские офицеры, жившие в столице Русской Америки, Новоархангельске. Теперь это американский город Ситка. Большинство русских американцев жили в бараках, казармах или в рубленых избах с соломенными крышами.
И хотя при каждой избе, как полагается, возделывался свой огород, урожаи были скромными. Выращивать пшеницу на Аляске было бесполезно. Муку везли из России и Калифорнии. Хлеба было мало, и он был очень дорогим. В избытке была только рыба. Ею даже собак кормили. Their ability to survive in this very remote land, and they often only had one, maybe two ships a year that would come from Russia to resupply. They had to learn how to get along with the Yankee skippers and the English traders to get supplies. А что вас интересует? Мясо, мука, соль, ром. Могу предложить серебро, уголь, пушнину. О, да. А золото? Я подумаю. Слухи о найденном на Аляске золоте достигли Соединенных Штатов едва ли не одновременно с Петербургом. Но реальные масштабы месторождений тогда были неизвестны. Что, впрочем, не мешает историкам до сих пор спорить, знали или нет на капиталистском холме, что покупка Аляски – это инвестиция, сулящая баснословные золотые дивиденды. Но после того, как эти земли стали американскими, здесь началась настоящая золотая лихорадка. This mine was established by Peter Rutland Strong, and he was from Rutland, Vermont in 1901 and started building a cabin. And these two cabins are what remains. There was many more small miners than there were large mines. I think it was difficult in that, of course, they had no electricity back then. They had no form of transportation other than with a horse or with a ferry boat. Семья Коуэллов – нынешние владельцы прииска. Но сейчас основную прибыль им приносит не золото, а туристы. Покупаешь ведро песка и под руководством хозяйки, Орлин, ищешь сверкающие на солнце драгоценные крупицы. Well, the first thing you want to do is get a little bit of water in your pan and move your material around. This settles the gold to the bottom because gold is a heavy metal. Okay, now to remove the top layer of sand, you want to put the pan in the water and dip. Lightly, just let the water erode. Just let the water erode that sand off the top. Ну вот, и в итоге вот у меня вот здесь на дне тарелки осталось золото. Довольно много. Точно так же его здесь мыли 150 лет назад. И самое интересное, что за первые пару десятилетий после того, как здесь на Аляске началась золотая лихорадка, золотоискатели намыли золото в несколько тысяч раз больше, чем американское правительство заплатило за покупку Аляски. В российско-американской компании новости о найденном на Аляске золоте вызвали беспокойство. На тот момент оно сулило только проблемы. Охранять границы Русской Америки было некому, а желающих поживиться на приисках нашлось бы в избытке и в Америке, и в России. I've read several accounts which said, look, they saw this as a way to get something out of a sale in the sense of tangible return, rather than simply losing it. If in fact, for instance, gold were discovered and you had a rush of miners from Canada or the United States, that simply would take it over. Экономический рассвет российско-американской компании пришелся на 40-е годы XIX века. Акции торгуются на бирже. В это время ценные бумаги аляскинской монополии – одни из самых доходных среди всех акционерных компаний империи. Котировки публиковались в Санкт-Петербургских «Ведомостях». Вот, например, страница из номера от 24 декабря 1841 года. Стоимость акций. Общество овцеводства в Южной России – 74 рубля серебром.
общество бумагопредельной мануфактуры 148 рублей серебром, российско-американская компания 229 рублей серебром. Деньги немалые, но желающих купить акции вот здесь на бирже достаточно. Этими ценными бумагами владеют даже члены царской семьи. Лучшее доказательство надежности инвестиций. Но финансовые показатели не отражали назревавшего кризиса. На фоне бурно развивавшихся на континенте американских штатов становилась все более очевидна отсталость русской Америки. Генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский весной 1853 года делает неутешительный прогноз, что с изобретением и развитием железных дорог североамериканские штаты неминуемо распространятся по всему континенту. Слова Муравьева-Амурского подтверждались и внешней политикой Вашингтона. Пятый президент Джеймс Монро в послании к Конгрессу провозгласил принцип «Америка для американцев», так называемая доктрина Монро. It was in essence an anti-European empire doctrine to keep them out of the New World. And remember, this is a time when everybody is expanding empires. Everybody's looking for ways to build bigger and bigger empires. And the United States, I think, didn't want to be caught in those kinds of conflicts between European powers. I don't think the Monroe Doctrine was seen any factor in this vis-a-vis Russia. Так или иначе, доктрина Монро зафиксировала реальное положение дел. Главным игроком в регионе становится США. С начала XIX века они в добровольно-принудительном порядке в 2 с лишним раза увеличили свою территорию. Американцы – это же уникальная нация. Они практически выкупили свою страну. Они приобрели такое огромное количество территорий, что для них сам факт приобретения чего-то еще был совершенно закономерен. И они таким образом выкупали себе континент. Ведь посмотрите на карту. Есть дружественная Соединенным Штатам Америки Канада, не претендующая ни на какие, так сказать, противоречия с Соединенными Штатами Америки. Есть, собственно говоря, штаты североамериканские, и есть Аляска. И если бы они ее не выкупили, то это была бы большая коммунальная квартира, а так это большая отдельная квартира. People believed that with more land area came more resources, more wealth, more potential. Also, there were other factors. I mean, I think in the politics of England against the United States, if there was the possibility that if the United States didn't buy this, then maybe England would get this, and so on. Притязание американцев на Аляску одним из первых озвучил сенатор от штата Нью-Йорк Уильям Генри Сьюарт. Сторонников у Сьюарда было немного. В отличие от Калифорнии или Флориды, Аляска не казалась таким уж выгодным приобретением. And there was also the idea that, you know, America just wanted to go from sea to shining sea. That was the idea. It was called, you know, we have a divine right to this continent. It was the American idea at the time. I think Seward had all of those ideas. В Петербурге внимательно следили за округлениями американских штатов, как писали в дипломатических депешах того времени. В противовес доктрине Монро здесь была доктрина Николая I. Там, где однажды был поднят русский флаг, он более опускаться не должен.
Тяжелым испытанием для царя и русского флага стала Крымская война. Россия фактически в одиночку противостояла 3 империям – османской, французской и британской. Великобритания старалась потеснить Россию и в Северной Америке. Крымская война поставила американские колонии в трудное положение. Судоходство торговых кораблей становилось чрезвычайно опасным. В 1855 году англо-французская эскадра приблизилась к берегам Новоархангельска. Противник полагал, что в гавани скрывается русский военный флот. В шлюпке навстречу британскому фрегату отправился секретарь главного правителя. Он попытался убедить незваных гостей, что военных кораблей в порту нет. Ну нет там военных кораблей! Переговорщику поверили и вручили несколько английских газет с новостями о ходе Крымской войны. После этого эскадра противника ушла обратно в море. Убытки русских колоний за годы войны составили чуть более 130 тысяч рублей. Деньги для компании незначительные. Куда серьезнее были убытки репутационные. Великий князь Константин, убеждая Александра II в необходимости продать колонии, одним из своих главных аргументов сделает именно Крымскую кампанию. Мол, очевидно, что Россия не способна защищать свои владения в Северной Америке. Аргументация представляется достаточно спорной. Оборона Петропавловска-Камчатского и оборона дальневосточных рубежей показала, что во времена Крымской войны, что Россия может противостоять державам, которые обращаются с оружием по отношению к России. Тем не менее, обороноспособность России Крымской войной была ослаблена, а отмена крепостного права подорвала старую модель экономики. Империя вынуждена брать иностранные кредиты у Ротшильдов. В таких условиях продажа Аляски становится все более заманчивой идеей. Я думаю, что из двух зол выбирали меньшее. Потому что если бы не продали, то утеряли бы каким-то иным способом, потому что энергетических, человеческих, военных и иных ресурсов для удержания этой огромной территории не было. А стало быть, она была бы утрачена. К тому же российско-американская компания испытывает финансовые трудности и даже просит займы у государства. На мировом рынке мехам из Русской Америки конкуренцию начинают составлять меха из Канады. Цены падают. К тому же качество аляскинской пушнины заметно хуже. Проблема переработки сырья уже тогда стояла остро для отечественного производителя. Чтобы поправить финансовое положение, российско-американская компания начинает продавать даже лед в Калифорнию. Его добывали зимой вот на этом озере и хранили в Новоархангельске в 3 специально построенных бараках. Продавали по $25 за тонну. А поскольку заготовка и хранение 1 тонны льда обходилась колониям в $2,5, бизнес был очень выгодный. Тем более американские партнеры сами вывозили товар. Лед грузили на корабли и отправляли по океану на юг до Сан-Франциско. Ледяной промысел просуществовал недолго. В какой-то момент Калифорния покупать лед перестала. Русско-американская монополия даже попыталась слезть с меховой иглы и в какой-то момент превратилась в главного поставщика китайского чая. Он становится в России все более любимым напитком. Причем не просто чай, а чай элитных сортов. Вот этим отличалась российско-американская компания от других действующих объединений, которые брали различные сорта чая. Нет, российско-американская компания брала элитный чай. Так что на известной картине Василия Перова «Чаепитие в Мытищах близ Москвы» краснощекий поп, скорее всего, пьет чай, привезенный именно российско-американской компанией. А по другую сторону самовара нищий мальчишка, отмена крепостного права благоденствия так и не принесла, и одноногий инвалид, ветеран Крымской войны, той самой, что стало одним из поводов продать Аляску. Никаких широких дебатов, продавать американские колонии или нет, не было. В тайные планы были посвящены всего 6 человек. Александр II, великий князь Константин, министр иностранных дел Александр Горчаков, министр финансов Михаил Рейтерн, морской министр Николай Краббе и российский посланник в США Эдуард Стекель. Завеса тайны, в общем-то, понятна. Все-таки отечество распродавали. И у каждого из них были свои аргументы «за» и совсем мало доводов «против».
все должно было решиться на совместном заседании. Секретное совещание назначили на час дня. Министр Горчаков болен, поэтому Александр II сам приезжает из Зимнего дворца в МИД. Служебная квартира Горчакова находилась на 2-м этаже. Протокол этой встречи то ли не сохранился, то ли его вообще не было. В памятной книжке «Ежедневнике Александра II» за этот день, 16 декабря 1866 года, лишь короткая запись. По делу американской компании решено продать Соединенным Штатам. В 2 часа дня у императора значилось уже следующее мероприятие. Вести переговоры поручают русскому посланнику барону Стеклю. Он уезжает в США с заданием. Официально выступить инициатором сделки должны американцы, чтобы Российская империя хоть как-то сохранила лицо, и продавать Аляску не дешевле $5 миллионов золотом. And the most important reason, probably, that they sold Alaska was that the Tsar felt by selling Alaska to the Americans, he could drive a wedge between the Americans and the English and create hard feelings, which he wanted to do because he was an enemy of the English in his mind. На переговорах в Вашингтоне интересы США представляет тот самый Уильям Генри Сьюарт, к этому времени уже опытный политик, ставший госсекретарем в администрации Авраама Линкольна. Возглавивший страну после убийства Линкольна вице-президент Джонсон популярностью не пользуется. В делах международной политики Сьюарт, можно сказать, манипулирует случайно оказавшимся у власти Джонсоном. 150 years ago, United States was just getting done with their Civil War, so they were rebuilding down south, down in the lower 48, they didn't know anything really about Alaska. They thought it was all frozen tundra, I think, they didn't realize the rich resources. Барону Стеклю удается, кажется, невозможное в условиях, когда в американской казне зияет дыра, оставленная гражданской войной. Он выторговывает у госсекретаря Сьюарда не 5, а $7 миллионов 200 тысяч. Главпочтамт в Вашингтоне находился в этом здании. Шифровку в Петербург барон Стекль отправляет с помощью инновационной технологии 19 века по трансатлантическому телеграфу. Кабель через океан проложили как раз за год до продажи Аляски. За примерно 270 слов русский посланник заплатит $10 тысяч золотом. Астрономическая сумма. По нынешним меркам это примерно 600 тысяч зеленых. Можно сказать, самый дорогой международный роуминг в истории отечественной дипломатии. Это та самая телеграмма, дешифрованный текст на французском языке. Аляска продается в границах 1825 года. Православные храмы остаются собственностью приходов. Русские войска выводятся как можно скорее. Жители колонии могут остаться и пользоваться всеми правами американских граждан. Министр Горчаков готовит ответное послание. Общий смысл – согласны. Резолюция Александра II. Быть посему. Когда Стекль получает подтверждение Санкт-Петербурга, немедленно направляется к Сьюарду, госсекретарю. Это уже поздний вечер. Он застает госсекретаря за игрой в карты. Что же делает Сьюарт? Он оставляет карты и говорит: а зачем ждать? Давайте это сделаем немедленно. На что Стекль разводит руками и возражает: глубокая ночь. Как мы это сделаем? С улыбкой ему возражает Сьюарт: если вы соберете своих людей немедленно, и я соберу своих. Несмотря на поздний час, госсекретарь Сьюарт дает распоряжение своим подчиненным срочно явиться на работу. С разных концов Вашингтона к Госдепартаменту потянулись кареты. Такая спешка выглядит странно. Словно госсекретарь хотел поскорее поставить точку в затянувшемся деле или боялся, что русские передумают. На
месте Госдепартамента сейчас вот эти таунхаусы, но свет в окнах тогда горел точно так же. Дипломаты работали всю ночь, еще раз согласовали текст документа. Договор о продаже Аляски подписали в 4 утра. Документ скрепили подписями и печатями. Исторический момент художник Эммануэль Лойце в том же году запечатлел на картине подписание договора о продаже Аляски. В кресле госсекретарь Сьюарт, у глобуса русский посланник Стекель. Уже через несколько дней после подписания договора петербургская газета «Голос» публикует телеграмму из Нью-Йорка, полученную через Атлантический телеграф. Соединенные Штаты купили российско-американские владения за $7 миллионов. И словно подчеркивая сомнительность этой новости, редакция ставит в конце сообщения в скобках вопросительный знак. Официальный Зимний хранил молчание. Недруги России в Европе злорадствовали. Продажа Аляски – признак слабости. Недоволен Лондон. Британские колонии оказались в американских тисках. И даже в Вашингтоне нашлись противники сделки. Заточив карандаши, американские журналисты упражнялись в остроумии. Покупку Аляски прозвали глупостью Сьюарта. Вот газета «Лесли Иллюстрейтед». На последней полосе карикатура с издевательской подписью. Король Энди и его дружок Билли, имеются в виду президент и госсекретарь, тащат кусок русского льда, чтобы охладить большинство в Конгрессе. И если присмотреться, на заднем плане еще одна мужская фигура с ухмылкой на лице и большим мешком денег в руках. Александр II, видимо. Alright, the way this works is you use one of our reels, you place it under the spindle and under the magnification right here. And loop it here, like so. Yep. Now, if it's out of range or out of focus, you just focus it, like so. And you can use this mechanism over here to turn through the reel. Подшивки газет того времени в библиотеке Конгресса сейчас хранятся на пленках. Типичный заголовок «Что мы с этим будем делать?». «Малыш, я обменяю этих ненужных мне медведей, моржей, айсберги и эскимосов на твои кораблики». Старая мамаша Сьюарт втирает русскую мазь в больное место президента. Это его успокоит немного. Избирательный участок в Снежном округе. И, наконец, наш новый сенатор. Чтобы протащить закон через Конгресс и подкорректировать общественное мнение, русский посланник Стекель потратил более $100 тысяч на взятки главным редакторам газет и в основном политикам, сенаторам и конгрессменам. I think it was certainly not an unheard of phenomenon. So, I mean, there was huge corruption, but that was the way business was done. Would it shock me to believe that there was some corruption involved on the American side in persuading people to support this? Probably, I don't think I'd be totally shocked. В Петербурге тем временем по-прежнему никакой ясности. В кружках патриотично настроенных интеллектуалов не могут поверить, что это правда. Землю, открытую русскими первопроходцами, где карта покрыта именами путешественников, моряков и правителей наших, тайком продали, за державу обидно. Мы не знаем, откуда исходят подобные слухи и с какой целью они распускаются, но несомненно одно, что, несмотря на свою очевидную невероятность, они глубоко огорчают всех истинно русских людей. Даже в правлении российско-американской компании о продаже Аляски узнали только через 2 месяца. Поставили перед фактом: выданная государством монополия продлеваться не будет. Официально договор о продаже опубликовали в России лишь год спустя. И то только для внутреннего пользования в сборнике документов Министерства иностранных дел на французском языке. Летом того же года в Вашингтоне стороны обменялись ратифицированными грамотами. Документ, подписанный Александром II, сейчас хранится в Национальном архиве США. This is referred to as the exchange copy, and it's the exchange copy because Russia is exchanging this to the United States, and then we would exchange a copy signed by the president to Russia. This is with a velvet cover. Tassel, and then inside will be the Tsar's ratification.
Договор о продаже на английском и французском языках, и только заключительный абзац от имени Александра по-русски. Обещаю императорским нашим словом за нас, наследников и преемников наших, что все в помянутом договоре постановленное, соблюдаемо и исполняемо будет ненарушимо. Официальная церемония передачи Аляски американцам состоялась осенью. Для жителей Русской Америки это стало трагической неожиданностью. October, American ships came up, the army came in. There was about 250 soldiers on there, and there was maybe 100 Russian soldiers or something here at that time. Went up on Castle Hill. There was a ceremony where Даже сегодня Аляска – самый малонаселенный американский штат. На гигантской площади проживают всего 700 тысяч человек. А теперь сравните. Русскую Америку на момент продажи населяли 800 человек российских подданных. Крещенных в православие алеутов, индейцев, обрусевших потомков от смешанных браков – 12 тысяч человек. И хотя всем российским подданным была предоставлена возможность остаться и получить статус американских граждан, этим правом воспользовались всего несколько семей. Person who lives in Sitka, whose grandmother was the last person alive to witness the transfer ceremony. She was 7 years old, and she wondered why people were so sad, why the Russian people at the site or the transfer ceremony were so sad. She said, "Why? That's such a beautiful American flag that's going up." She didn't understand. She was of Creole descent. Теперь, 18 октября, здесь празднуют День Аляски, типично американским парадом, на главной улице, ведущей к православному храму. Полиция, пожарные, скорая, береговая охрана и даже маршалы из заповедника, электрики и спецтранспорт из аэропорта. Все идет в дело. Дождливая погода – не помеха. А как не прийти, если едва ли не каждого второго, кто участвует в параде, знаешь лично? И каждый год на том самом холме повторяют одну и ту же церемонию. С одной стороны, условные русские, одетые по моде туристического Арбата, с другой – американцы. Опускают триколор с двуглавым орлом, поднимают звездно-полосатый. И вот опять, точно так же, как 150 лет назад, российский флаг цепляется за флагшток. Спустить его получается не с первой попытки. When I was growing up, which was, obviously a while ago, was the church. And it's sad to see that is not a predominant focus of people's lives today. And so I think that piece of our history drifting away and diminishing. I wish I could say something more positive, but it's a cherished remnant of what was here. So although the Russians brought in their own unique culture and foods and hospitality and morality with the priests and whatnot, and that still is here today. There's still a lot of Russian families with Russian names here. The natives in Kodiak, they're all intermarried. So they're all related to each other, and they have Russian heritage. All I know is it hurts at Christmas time. Oh yeah, I know the 7 children, but there's like 37 grandchildren, great-grandchildren, and 1 great-great. Oh. I know that they're there, but to put a name on some, I can't. Причитавшееся за Аляску золото русский посланник Эдуард Стекель смог получить только через год после продажи колоний. Расписка за $7 200 000 буквально
испещрена канцелярскими пометками. 7 миллионов 200 тысяч золотом – это много или мало? Спорят до сих пор, поскольку есть несколько формул пересчета этой суммы в современный эквивалент. Если отталкиваться от стоимости драгоценного металла, получится всего 440 миллионов современных долларов. Если же брать за основу американский ВВП, то заплаченная за Аляску сумма сегодня бы равнялась 16 миллиардам. Чек за покупку Аляски как платежный документ существовал в единственном экземпляре. И то, что он сейчас хранится в Национальном архиве США и на нем есть подпись барона Стекля, означает только одно – чек был обналичен и деньги за Аляску получены. Несмотря на это, на протяжении долгого времени существовал устойчивый миф, что деньги Россия не получила. Якобы корабль, перевозивший золото, затонул, а золота на самом деле на нем не было. И это была хитроумная махинация. Или что деньги прикарманили князь Константин и чиновники. Но несколько лет назад в архивах была найдена вот эта расписка о деньгах, полученных за североамериканские колонии. В пересчете на рубли вышло 11 миллионов 362 тысячи. И на деньги эти купили принадлежности для железных дорог. Выходит, правда, деньги за Аляску до России так и не дошли. Их почти сразу после получения там же, в Европе, и потратили. Что это были за принадлежности для железных дорог, теперь уже и не выяснишь. Но не шпалы же мы у них покупали. Видимо, что-то инновационное. Распрощавшись с американским континентом, империя сосредоточилась на освоении Дальнего Востока и Преамурья. Ну и получила перспективного друга в лице США. А уж как там дальше все вышло, другой разговор. Ну и еще, в следующий раз, когда будете заваривать чай, вспомните, что традиция чаевничать в нашей стране возникла не в последнюю очередь благодаря российско-американской компании. Ну и получается благодаря Аляске.